Добрый день, дорогие друзья! Готовим с вами сегодня быстрый праздничный ужин. На все уйдет примерно 1,5 часа. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какое ваше любимое коронное блюдо и также понравилось вам видео или нет. Гостей ждем вечером, но, к сожалению, я десертом в течение дня не смогу заняться, потому что идем на важную встречу. Поэтому утром в течение буквально 15 минут приготовила десерт, свой самый любимый, называется Банафи Пай. Недавно готовили с вами на канале. Ссылочку прикрепляю наверху в правом углу, переходите, посмотрите. За 1,5-2 часа до прихода гостей начинаем приготовление главного блюда плов. Берем казан, разогреваем его очень хорошо, добавляем растительное масло. Режем мясо, я взяла свиную шею небольшими кусочками. Не делайте слишком большие, потому что не будет удобно кушать. Если хотите, берите другое, любое мясо. Как только выложили мясо в казан, хорошо промешайте, потому что все края мяса должны запечататься, чтобы мясо оставалось сочнее. После этого пожарьте еще минут 5-7, далее накрывайте крышкой и пусть 25 минут, 30 минут просто будет стоять под крышкой мяса и готовиться на среднем огне. Морковь очищаем, моем и режем толстой соломкой. Не трите ее на терке, потому что получается менее вкусно. Так именно как в оригинальном вкусе. Репчатый лук разделите и нарежьте на тонкие полукольца. После 30 минут жарки мяса добавляем овощи, промешиваем. Следом уже будем добавлять специи, соль и рис. Для плова используем круглозерный рис. У меня готовится от 18 до 20 минут. Покупаю вот эту марку, она мне очень нравится. Покупала многие, но это именно фаворит теперь. Теперь очень важно, чтобы рис хорошо промыть под водой и убрать излишний крахмал. Многие просто заливают водой в кастрюлю и промывают, пока вода более-менее не станет прозрачной. Но я просто перекладываю в дуршлаг и под проточной водой мою где-то 2-3 минуты. Один из важных моментов в плове – это правильные специи. Можете купить уже сразу готовые специи, но у меня таких нету. Важные специи у нас какие? Кориандр, тмин, черный белый перец, паприка. Также можно добавить лавровый лист. Обязательно добавляем соль по вкусу, потому что учтите этот момент, что соли порой не хватает от самих специй, которые идет. Добавляем растительное масло, выливаем. Все хорошо промешиваем. В этот момент кипятим чайник. Теперь нам останется только добавить рис, залить кипятком. Также, если хотите по вкусу, добавьте сушеный барбарис. Он добавляет дополнительную нотку, мне с ним очень нравится. Теперь перекладываем вымытый рис, перемешиваем хорошо интенсивно, чтобы рис буквально обвалялся во всех специях и в растительном масле. Выливаем сверху кипяток и вымешиваем. Смотрите, кипятка должно быть столько, чтобы покрывало рис не выше, чем ширина 2 пальцев. Теперь важный момент. После добавления воды опять попробуйте на соль, потому что соли может не хватать. При необходимости еще посолите. Накрываем крышкой и огонь уменьшаем до минимального почти. У меня это 4. Если на огне выбирать, то почти чтобы не потух. Далее ставим от 18 до 20 минут под крышкой и готовим. Готовится плов, начинаем приготовление сырной доски и закусок. Смотрите, конечно, нету каких-то строгих рамок, либо еще чего-то в отношении сырной доски. Готовьте, конечно, из тех сыров, которые у вас есть, либо просто украсьте их тем, что у вас также будет под рукой. То есть тут уже на, скажем так, поле вашей фантазии не ограничено. Смотрите, желательно твердые сыры я использую как овечий, я режу его слайсами и выкладываю в шахматном порядке. Более мягкий сыр, у меня это чеддер, выкладываю кубиками. Также, если у вас доска сама чуть побольше, то рекомендую использовать такое правило, как дублирование в зонах. А сейчас покажу вам некоторый лайфхак, чтобы доска деревянная не отпечатывалась от жирного сыра, который может выделять некий сок. У меня это, допустим, с плесенью. Можно выложить на кусочек пергамента. Следом выкладываю сухарики, орешки, помидор и украшаю веточкой розмарина. И заканчиваю продолжение про то, что дублирование. Если у вас большая доска, то чтобы человек просто не тянулся через весь стол, чтобы взять кусочек какого-то сыра именно в определенном углу, сделайте так, чтобы он мог взять его немножко ближе к себе. То есть, допустим, по углам просто чередуйте разные виды сыра.
подаем сезонные фрукты либо ягоды. В Испании сейчас начинается сезон клубники, поэтому грех ею не воспользоваться. Хорошо промываем и выкладываем. Также в воду добавляю немножко ягод, чтобы был вкусный, приятный аромат. Предпоследняя закуска, которую готовлю, это будет теплый салат с баклажанами. Баклажан нужно вымыть. Очищаем от кожуры, режем толстыми кусочками, выкладываем в миску, немножко солим и на 10 минут оставляем. За это время нужно будет подготовить сотейник, налить туда растительное масло и поставить на огонь. И также листья салата, если нужно, помойте. У меня уже в упаковке мытый, вот такой я использую, но не принципиально, который использовать будете вы. Рекомендую без явно выраженного аромата и вкуса. Помидоры крупно режем и выкладываем по салату сверху. Также, если хотите, можете добавить несколько ложек маскарпоне. Получается очень вкусно, сливочное и ароматное. Извините, запинаюсь. Вот. И если хотите, можете добавить, заменить маскарпоне, к примеру, домашней сметаной. Теперь, после того, когда баклажаны постояли и немножко пустили влагу, добавляем сверху буквально где-то 2 столовые ложки кукурузного крахмала и интенсивно промешиваем. Проверяем готовность масла, температуры, просто окунув туда зубочистку деревянную, и она должна вокруг образовать себя много пузырей. Следом выкладываем кусочки баклажанов и обжариваем до золотого цвета, примерно где-то минут 5-6. Горячие баклажаны поливаем кисло-сладким соусом и промешиваем. Последняя закуска, которую я выложу, это будет тапос по-испански. Режем багет не на слишком тонкие кусочки, смазываем творожным сыром или же маскарпоне, если оно у вас осталось. Выкладываем сыр бри, сверху грушу и украшаю орешками с рукколой. Но любой другой сыр вы также можете использовать, получается не менее вкусно. И маленький совет, если у вас есть чуть больше времени, просто у меня его уже не хватило, грушу на небольшом кусочке сливочного масла с медом слегка притушите. Так получается еще более ароматнее. Если хотите, даже можете посыпать капелькой корицы. Потом в конце я поливаю буквально бальзамическим соусом. Салатик тоже сверху подсыпаю орешками. Наш красавчик плов готов. Получается очень ароматный, вкусный и супер рассыпчатый. Мне будет приятно, если вы приготовите по моему рецепту и напишите в комментариях, понравился вам или нет. Буквально перед подачей тапос сверху украшаю бальзамическим соусом. Если сделать заранее, то груша просто чересчур быстро впитывает соус и не остается такого явно красивого выраженного рисунка. На самом деле, друзья, уже все готово. Останется только все выложить на стол, зажечь свечи и начать кушать. Спасибо всем тем, кто просмотрел это видео, кто подписывается на канал. Мне очень приятна ваша поддержка. Мне будет приятно также, если вам понравится это видео. Оставляйте свои мнения в комментариях. Я стараюсь отвечать на комментарии, прочитывать все. Конечно, чересчур всем не удается, но, пожалуйста, извините, я стараюсь это делать. Спасибо вам еще раз. Желаю приятного аппетита и увидимся с вами скоро.